Любовь Пушкина, номер 4. Мы ничего о ней не знаем. Она просила об этом. Пушкин исполнил ее просьбу. Донжуанский список Пушкина всего лишь салонная шутка. Ученые-пушкинисты шутить не любят и хотят точно знать, кто, с кем, где и когда. Принято считать, что в первой части списка серьезное увлечение поэта, и эта часть расшифрована давно и досконально. Спасибо Пушкину, который, не мудрствуя лукаво, сам расположил своих возлюбленных в хронологическом порядке. Единственная неразгаданная загадка – таинственная Н.Н. Против этой строчки обычно пишут «утаенная любовь Пушкина». Кто она? Неизвестно. Есть несколько версий, а вот документов нет. Исследователи сходятся в одном. Н.Н. вызвала в поэте глубокое чувство, поэтически отразившееся в «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане», «Десятке стихотворений» и «Евгении Онегине». Версия первая – самая растиражированная и самая банальная. Она связывает таинственную Н.Н. с именем одной из сестер Раевских. Правда, ученые не смогли определиться, с которой из 4. До сих пор спорят. Екатерина или Мария? Елена или София? Чаще всего на эту роль утверждается Мария. Уж больно хорошо ее черные кудри и карие глаза ложатся на портреты литературных героинь. Твои пленительные очи, яснее дня, темнее ночи. Сама Мария Раевская в воспоминаниях пишет: «Я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала для забавы бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она настигала меня». Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость. «Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами». Вот только почему эти строки поэта Мария отнесла к себе? Ведь по берегу моря бегали все девушки, включая Бонну и компаньонку. О компаньонке Раевских упоминает и Петр Иванович Бартенев. С Раевскими ехали на Кавказ, кроме сына Николая и военного доктора Рудыковского, 2 младшие дочери его, Мария и Софья. При них англичанка мисс Мятен и компаньонка Анна Ивановна, Зара, крестница генерала, родом татарка, удержавшая в выговоре своем и лице своем восточное происхождение. Мисс Мятен и Анна весьма оживлялись, получая внимание от Пушкина и молодого Раевского. Для девушек их положения и статуса это была возможность свое положение и статус улучшить. Путешествие продолжалось около 2 месяцев. Как только сгущались сумерки и караван путешественников останавливался на ночлег, Пушкин и Анна пытались укрыться от любопытных глаз. Таинственные романтические свидания Пушкина с девушкой-татаркой, эти мимолетные встречи где-нибудь в укромном уголке райской южной природы заставили сердце поэта пылать. Считается, что элегия «Редеет облаков летучая гряда» посвящено одной из дочерей генерала Раевского. Но вычеркиваем Екатерину, ей 23, Пушкину 21, по меркам того времени не очень хорошо. К тому же меньше чем через год она выйдет замуж, а брак наверняка планировался заранее. Да и величал он ее не иначе, как славной бабой. Вычеркиваем Марию, ей 15. И она смотрела на Пушкина с неким высокомерием и изящной аристократической вежливостью, дружески принимала его общество, но не более. В ее воспоминаниях читаем: Отец принял участие в бедном молодом человеке, одаренном таким громадным талантом.
Кроме того, Пушкин ценил внешнюю красоту женщины, а по воспоминаниям графа Ализара, в этом возрасте Мария была малоинтересным подростком с неразвитыми формами. Вычеркиваем юную Софию, ей 13, вычеркиваем Елену, она больна. Пушкин ей искренне сочувствует, чахнущая девушка не могла быть интересна тому, в ком горит бесстыдное бешенство желаний. Мадемуазель Мятен около 30. Вот и выбирайте. Остается Анна, утаенная от всех любовь Пушкина. Ей 17 или 18. У нее черные волосы, глаза темнее ночи, и она так похожа на героинь его поэм. Вероятно, именно об Анне 29 июня 1824 года Пушкин писал Бестужеву, ругая его за публикацию элегии «Редеет облаков летучая гряда». В рукописи есть помета рукой поэта с просьбой опубликовать без 3 последних стихов. Когда на хижины сходила ночь и тень, и дева юная во мгле тебя искала и именем своим подругам называла. А еще он беспокоился о том, что отрывок одного его письма попал к Булгарину и был напечатан: «Мне случилось быть влюбленным без памяти, и обыкновенно в таком случае пишу элегии, но приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Черт дернул меня написать еще, кстати, об Ахчисарайском фонтане какие-то чувствительные строчки и припомнить ту же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. Журнал может попасть в ее руки». Что же она подумает, видя, с какой охотою беседую об ней с моим приятелем? Признаюсь, одной мыслью этой женщины я дорожу больше, чем мнениями всех журналов на свете, всей нашей публики. Гипотеза о том, что за буквами «НН» скрывается Анна Гирей, принадлежит почти забытому сегодня русскому мыслителю Дмитрию Дарскому. В августе 1923 года на заседании литературной секции Государственной академии художественных наук он выступил с докладом о ней. Советские литературоведы во главе с Юрием Тыняновым доклад разгромили. Позже доклад Дарского стал романом «Три любви Пушкина», но до сих пор не напечатан и хранится в архивах в рукописном виде. Дарский считал, что Пушкин не выдумывал героев своих произведений, а превращал реальных людей и события в литературные образы. И это очень похоже на правду. Итак, Анна Ивановна, сестра Александра Ивановича Султан-Крым-Гирея, его звали крещенный султан, девушка умна, образована, привлекательна внешне, она страстно полюбила поэта. Считается, что в сентябре 1820 года Пушкин покинул Крым навсегда, но крымские стихи появлялись и позже. Связь продолжалась. Это противоречит общепринятой версии, согласно которой в 1821 году поэт находился в Кишиневе или в Одессе. Или, отпросившись у Инзова в Одессу, он тайно перебирался морем из Одессы в Крым? Ведь именно в это время в жизни Пушкина появился странный друг и сын египетской земли, корсар в отставке Марали. Марали или Мавр-Али, Пушкин звал его корсаром, по слухам, был раньше морским разбойником. Он мог доставить Пушкина морем в Крым. Сейчас это можно сделать часов за 7-10. В июле 1822 года поэт отправляется в Крым во второй раз. «Ты вновь со мною, наслаждение». Нет, никогда средь бурных дней мятежной юности моей я не желал с таким волнением лобзать уста молодых Цирцей и Перси, полные томления. Это стихотворение при жизни не публиковалось. Поэт вмиг загорался любовью к женщине и так же быстро погасал. Ему нужно было физическое обладание женщиной, он сходил с ума, если женщина оставалась недоступной. Похоже, в этот приезд Анна стала принадлежать Пушкину. Любовь Анны была глубока, а Пушкина мимолетна.
Она с горечью сознавала необходимость расставания, понимая, что в жизни Пушкина уже появились другие женщины. Она страдала. Было и третье, тайное путешествие Пушкина в Крым. Об этом он напишет брату Льву 25 августа 23 года. «Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман. 3 последние месяца моей жизни. Я не желал бы ее, поэму «Бахчисарайский фонтан», напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен». В этот третий приезд в июне 23 года произошел окончательный разрыв между Анной и Пушкиным. «В твою светлицу, друг мой нежный, я прихожу в последний раз. Любви счастливой, безмятежной, делю с тобой последний час. Вперед одна в надежде томной, не жди меня. Средь ночи темной до первых утренних лучей не жги свечей». Стихотворение при жизни не публиковалось. Анна просила не посвящать ей стихи открыто и уничтожить ее письма. Пушкин исполнил ее просьбу. Стихи, посвященные Анне, были опубликованы его друзьями после смерти поэта, а от писем, если они были, остался только пепел. Все кончено. Между нами связи нет. В последний раз, обняв твои колени, произносил я горестные пени. Все кончено. Я слышу твой ответ. При жизни не публиковалось. О дальнейшей судьбе Анны известно, что она отправилась в Италию на лечение, где умерла от чехотки в 1830 году. Сейчас у гипотезы Дмитрия Дарского появились сторонники. Недавно Людмила Коваль при атрибуции пушкинских рисунков определила один из профилей среди портретов семьи Раевских как портрет Анны Гирей. Говорят, она была похожа на герцогиню Каэтану Альбу. Леонид Оренштейн также поддерживает версию Дарского о земной любви поэта к неземной Анне Гирей. Воспоминаниями о ней, нежным вздохом о ней заканчивается Бахчисарайский фонтан. Все думы сердца к ней летят. Ну, а я соглашусь с мыслью, высказанной Марией Волконской. Пушкин любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел. В качестве поэта он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал. Так что таинственной НН, скорее всего, не существовало. В этих двух буквах обобщенный облик женщин, бывших рядом с поэтом романтическим летом 1820 года на берегах теплого моря.